Добрый день, партнеры и подписчики. Сегодня у меня день рождения, и по плану не было записывать никаких видео, но из-за того, что серию вчерашних видео я записал случайно без звука, пришлось самого себя наказать. Но это ладно. Самое главное, что себе на день рождения я сделаю подарок, записав для вас видео действительно очень важное. И каждому из вас, если вы прислушаетесь к моим словам, оно будет очень полезно. А вы в благодарность, если оно, конечно, окажется вам полезно и принесет вам хорошие продажи, подпишитесь на мой канал и рекомендуете, разошлете максимальному количеству ваших друзей или знакомых, которые торгуют на маркетплейсе. Почему важно это видео? На нем мы будем отвечать на вопросы. Почему некоторые селлеры, которые в прошлом году торговали на десятки и сотни миллионов, в этом году приземлились крушительно? Почему новые селлеры, которые только начинают торговать, очень быстро растут? Почему некоторые селлеры стоят все время на одном месте? Почему ваш конкурент продает значительно больше вас, при этом цена у него дороже? Почему ваша реклама обходится вам так дорого, а ваши конкуренты не рекламируются вообще? При этом у вас продаж ноль, а у них очень много. И такие вопросы возникают у вас постоянно. Особенно, когда вы ставите цену дешевле ваших конкурентов, и у вас все равно не продается. Хотя первая мысль, когда нет продаж, думаешь, наверное, я торгую дорого. Так в чем же секрет хороших, успешных продаж? Время. Время доставки до клиента. Все дело в том, что в прошлом году, в конце марта или в начале апреля, я точно не помню, Озон внедрил повышение поисковой выдачи ваших карточек товара, если товар очень быстро доходит до клиента. А в чем же суть? Почему важна скорость доставки до клиента и что, собственно, она дает? Поставьте себя на место обычного покупателя, которому нужно купить шнур, которому нужно купить микрофон, камеру. И вот я хотел записать это видео как можно быстрее, начать запись серии этого видео. И каждый день я понимал, что мне не хватает то чего-то одного, то чего-то другого, то третьего. Когда я выбирал, где купить шнур, конкурентов миллион. Я в первую очередь готов был даже переплатить сколько угодно, лишь бы мне товар доставили завтра. Завтра я уезжаю в Москву, и мне срочно нужен инвертор, чтобы по пути у меня было 220 вольт, для того, чтобы я смог обработать это видео. Как вы думаете, когда я вчера принял решение купить инвертор, какой срок доставки я искал, чтобы выехать завтра? Вот эти ключевые моменты, они очень важны. Многие ведь товары покупают в подарок, девушки на день рождения там, своим парням, родственникам и так далее. И по аналитике Озон давно просчитал, что если вы быстро доставляете товар до клиента, это означает, что клиенты практически никогда не отказываются, то есть процент отказов он значительно меньше. Если меньше процент отказов, вы математически выигрываете на количество холостых поездок туда и обратно. Если меньше количество отказов, также ваши товары быстрее начинают оборачиваться и приносить вам денежки. Если доставка до клиента быстрая, то опять же скорость оборачивания ваших средств через товары значительно выше. А это значит, что товара вы продаете больше. И чем больше товара вы продаете, тем ближе к первой странице вы находитесь в поисковой выдаче. А чем ближе вы становитесь к первой странице поисковой выдачи, тем еще больше вы продаете. И по нарастающей вы начинаете торговать все больше, больше, больше и больше. А чем больше вы торгуете, чем меньше у вас отказов, чем ближе вы находитесь к первой странице поисковой выдачи, тем больше ваши шансы продать товар более дорого, делать более хорошую маржу, при этом не вываливаясь с поисковой выдачи. То есть, по сути, вы зарабатывать будете больше. Вас будут показывать выше, вне зависимости от стоимости товара. И еще раз повторюсь, поставь себя на месте клиента, скажите, готовы ли бы были чуть-чуть переплатить, если бы товар до вас доставили очень быстро? Я думаю, каждый ответит «да». Бывает такое, конечно, что разница в стоимости колоссальная, что мы можем подождать и месяц, если товар едет с Китая. Тем не менее, 99% клиентов рады, когда товар им доставляют быстро. Давайте с вами вместе сравним время доставки ФБС против ФБО. К примеру, вы отгружаетесь с Москвы по ФБС и с той же самой Москвы по ФБО. Что вы выигрываете? Если клиент находится в той же самой Москве, то по ФБС с вашего склада вы сначала принимаете заказ,
Дальше, на следующий день только вы его отвозите. Ну, хорошо, если это в этот же день. Ну, в основном, как правило, мы собираем заказы до определенного часа и на следующий день, пока упакуем, пока отвезем. Далее, когда вы отвезли его на пункт выдачи, то это как бы вообще плохо, да, потому что с пункта выдачи только на следующий день он поедет на сортировочный центр. С сортировочного центра он поедет на другой сортировочный центр, с другого сортировочного центра снова на ПВЗ, и только потом клиент сможет его забрать. То есть это будет как минимум дня 4. Если вы отвозите не на ПВЗ, а отвозите в сортировочный центр, то сокращаете один день. Но все равно это слишком долго, при всем том, что доставка у вас идет с Москвы в Москву. А что же будет тогда, если мы отправим наш товар с собственного склада, к примеру, куда-нибудь на Дальний Восток или в зоны Сибири, Урала, Крайнего Севера, приравненные к ним? Это будет крайне долго. Не каждый клиент будет ждать этот товар. Даже Санкт-Петербург, Южный федеральный округ и Поволжье. Это, во всяком случае, будет дня 4, 5, 6, 7, может быть, в зависимости от того, потеряется ваш товар или нет. Что же будет, если товар будет на ФБО? То, как минимум, мы выигрываем один день сборки и как минимум день отгрузки. То есть 2 дня мы выиграли уже. Почему? Потому что как только товар попадает по заказу ФБО, он сразу же попадает на сортировку, и мы выигрываем 2 дня. 2 дня это как бы уже круто. А в прошлом году, да и в позапрошлом, и позапрошлом году топовыми складами были там Каледино, Электросталь. У многих селлеров это четко отложилось, что если отвезу товар на Электросталь, если отвезу товар на Каледино, все круто, моя выдача поисковая сразу будет на высоте. Ребят, этого нету. После того, как Озон внедрил систему отгрузок на разные склады, как мы знаем, это система локализации, Wildberries тут же скопировал эту модель. После них также и Яндекс.Маркет. Поэтому, когда вы отгрузили товар на Каледино, на Электросталь и так далее, то есть на любой московский, в принципе, склад и подмосковный какой-нибудь, ничего не поменялось во времени доставки до клиента в другой регион. Как Краснодар он ехал у вас неделю, так и будет ехать. Пусть это Каледино, пусть это Пушкино, пусть это любой склад сортировочного центра. Поэтому, когда кто-то мне из наших партнеров говорит, ну мы же локализованы, мы отвезли в Каледино, мы отвезли в Электросталь, ну почему же нет продаж? Потому что, когда вы отвезли товар в Каледино, на Электросталь или еще куда-то, это не локализация. Это называется, я просто торгую по ФБО с одного склада. Это не увеличит ваши продажи. Это никоим образом не будет приоритетом в поисковой выдаче. То есть, смотрите, вы торгуете полотенцами и я торгую в Краснодаре, вы торгуете в Москве. Заходит клиент с Москвы, поехал ваш товар. Заходит клиент с Краснодара, поедет мой товар, потому что он находится ближе. Даже если он будет дороже, я буду в поисковой выдаче выше. Что ж, давайте тогда с вами посмотрим карту России. И перед тем, как мы начнем разбирать эту карту, скажите, пожалуйста, кто-нибудь из вас залазил в локализацию на Озон или на Wildberries? Кто-нибудь смотрел из вас? А сколько в вашей категории клиентов с других регионов, в каком процентном соотношении покупают ваш товар или товар конкурентов? Кто-нибудь это смотрел? По многим категориям я обратил внимание, что 80% покупок это не Москва. Давайте так, мы рассмотрим вариант, что мы торгуем только с Москвы. К примеру, отгружаемся даже по ФБО, минуем один день от ФБС и размещаем свой товар в Каледино. Время доставки до клиента Москва со склада ФБО будет 1 день. До Санкт-Петербурга это будет 3 дня. До Воронежа, кластера Юг, это будет 3-4 дня. До Поволжья тоже 3-4 дня. До Урала 5-6 дней. До кластера Сибирь 7-10 дней. До кластера Дальний Восток может быть до 20 дней. Скажите, пожалуйста, клиент будет столько дней ждать? Он будет искать способы, каким образом это время сократить. И теперь давайте посмотрим вторую абсолютно иную ситуацию, когда мы заранее отгрузили наш товар на локальные сортировочные центры в каждом городе. Наше присутствие везде. В любом крупном городе клиент закажет наш товар и ему доставят сзади. Маркетплейсу выгодно будет вас продвигать вверх. Выгодно, он это и хочет. Для этого он, собственно, и ввел принцип локализации.
чтобы увеличить скорость доставки. С Краснодара в Краснодар день, с Волгограда в Волгоград день, с Нижнего Новгорода, Казани, везде будет доставка один день. Вы сами увидите, как вы взлетаете, если у вас будет выстроена грамотная локализация. Я не говорю сейчас про крупные товары, которых не берут, я говорю в общем, про общую массу товаров. Я знаю большое сопротивление многих, даже многих моих клиентов, которые не хотят делать локализацию по одной простой причине. Дорого. Потому что я должен любыми способами доставить свой товар в другой город. И чем больше отгрузку я сделаю, тем дешевле мне выйдет стоимость доставки в другой город. И не каждый хочет платить деньги за палет, хотя если подумать, то еще раз говорю, вы товар продаете дороже. Пускай не сразу, пускай первое время вы раскрутите товар, но потом, когда вы будете в топе, вы потихонечку, не чаще, чем один раз в неделю, не более 5%, приподнимаете стоимость ваших товаров. И в топе будете продавать уже по интересной вам цене. Никто не говорит идти в убыток. Некоторые мои селлеры, которых я тоже сопровождаю, купили товар, отгрузили его, к примеру, в Электросталь, и потом, когда узнали от меня, что необходимо делать локализацию, они говорят, нет товара или, хуже того, нету денег, чтобы дозакупить и локализировать. Что в этом случае делать? В этом случае необходимо распродать этот товар по любой цене, высвободить деньги и зайти в категорию товаров, где товар будет и где денег у вас будет хватать. То есть, иными словами, купить товары просто подешевле и побольше, чтобы вы отвечали потребностям рынка. Что такое отвечали потребностям рынка? Это значит, что я предоставляю столько товара, сколько в единицу времени требуется покупателям. Приведу простой пример. Поставьте себя на место хозяина любого магазина, в котором у вас есть всего одна свободная точка. Всего одна свободная точка. И условия такие. Не аренда, а процент с его продаж. Перед вами стоит Коля и Вася. У Васи 10 тысяч товаров по 1000 рублей. У Коли 1000 товаров по той же самой цене. Кого вы поставите? Вы поставите того человека, у которого больше товаров, потому что вы получаете процент. То есть, чем меньше у вас товара, тем меньше вы отвечаете потребностям рынка. Но очень важно в этот момент не перегрузить склад. То есть, что это значит? Смотрите. К примеру, полотенец зеленого цвета покупают 10 тысяч единиц у некоторого клиента А. Вы заходите с этими же самыми полотенцами и только начинаете продавать. Если в первый же день вы отгрузите большое количество товаров, Marketplace сразу вас наверх в топ не заведет. Вы это место под солнцем должны заслужить. Вам ни в коем случае нельзя отгружать 5000. Вам нужно отгрузить по одной коробочке. Когда вы увидели, что у вас, к примеру, за 2 недели раскупили более чем 50% товара, вы начинаете делать доотгрузку сразу в каждый город, чтобы компенсировать просадку остатков. Если вы просадку остатков сделаете так, что у вас товар закончится, карточка тоже улетит глубоко на дальние страницы. Почему так происходит? Потому что, опять же, возвращаюсь к тому, что если вы являетесь владельцем магазина, зачем вам нужен селлер без товаров? Зачем вам показывать товар, которого нету? Поэтому Marketplace берет и в автоматическом режиме откидывает вашу карточку товаров назад. А теперь вернемся к нашей карте и давайте посмотрим, что же произойдет, если, к примеру, вы поставили одинаковое количество товаров, к примеру, по 1000 единиц в каждый город. Если вы зайдете в раздел аналитики, продажи по регионам, то вы увидите, что продажи в каждом кластере разные в процентном соотношении. Что это значит? Что если Москва покупает 28% всей массы товаров, то есть общего объема проданных товаров, то Волгоград покупает 1%, Краснодар покупает 10%. При одинаковом количестве отгруженного товара
Москва разберет товар очень быстро. В это время товар будет лежать еще в большом количестве на Волгограде. И тогда товар с Волгограда будет снова долго ехать до Москвы. С Краснодара долго ехать до Москвы. И да, значительно дороже. Обращаю внимание, что Озон, к примеру, он делает скидку 50% при полной локализации товара. 50% я имею на доставку. То есть на этом уже можно экономить, особенно если себестоимость товара дешевая, вы находитесь в очень дешевом ценовом сегменте. А как мы знаем, доставка там очень кусается. Ну и теперь, если вы меня очень внимательно и вдумчиво прослушали, то у вас в голове должен быть только один вопрос. Как просчитать, сколько товаров куда отгрузить? Сколько будет стоимость доставки до каждого кластера? Чем лучше пользоваться? Транзитными отправлениями или сторонними компаниями? Как не перегрузить склады? А это крайне важно. А если вы их перегрузите, то индекс оборачиваемости у вас упадет и карточка тоже начнет лететь вниз. Как рассчитать стоимость доставки, учитывая, что коэффициент складов в Валберес постоянно меняет? И стоимость доставки с каждого склада разная. Ответы на все эти вопросы смотрите в следующих 4 роликах. Первых 2 следующих ролика будет, каким образом просчитать это все для Валберес и Озон без автоматизации. Второй то же самое, но с автоматизацией. Если вам это интересно, подписывайтесь на мой канал, ждите выхода следующих роликов и оставляйте обязательно комментарии, вопросы и пожелания. Еще раз повторюсь, сделайте мне на сегодняшний день рождения подарок. Подарите мне подписчиков вашими рекомендациями. Я нигде не рекламируюсь и даю весь контент бесплатно.